Приветствую, друзья! Сегодня решил записать небольшой обзор на новые воблеры в своем арсенале, на которые я возлагаю определенные надежды в этом сезоне. И некоторые я покупал с определенной целью, некоторые нет. Некоторые, чтобы заполнить пробелы в своем арсенале, некоторые как более бюджетную замену для дорогих воблеров. В комментариях, кстати, хотелось бы услышать ваше мнение и ваш опыт, если вы какими-то из этих воблеров уже пользовались. А также напишите те приманки, на которые вы в этом сезоне возлагаете надежды. Итак, погнали! Вот, ребят, новый воблер в моей коллекции. Это у нас Gadgosh 70 от Pontoon 21. Интересный воблер. Относится к классу шедов. Тот, кто следит за каналом, наверное, помнит, что в прошлом сезоне я вообще очень хорошо отлавливался шедами по щуке. Да и не только по щуке, по крупному окуню. Вот. И самый работоспособный и топовый воблер в этом плане у меня был бета-шед в 75 размере, тоже от Pontoon 21. Просто выкашивал табунами щуку. Но воблер всем хорош, но у него есть пару недостатков. Во-первых, это его приличная цена, а во-вторых, довольно редкий в продаже. Сложно найти. То есть была партия, выбросили на рынок, я закупился, но сейчас они в принципе исчезли. Только на Авито можно там найти. Так что я начал искать, какая есть альтернатива. И некоторые подписчики мне посоветовали, и мой коллега-блогер, которому я прислушиваюсь, и его мнение для меня авторитетно, это Алексей Восков. Вот, посоветовали вот этот воблерок, он тоже от Pontoon 21. Но вот эта серия GAT, это бюджетная серия. Так что это альтернатива у меня бета-шеду в этом сезоне будет. Попробую его разловить, но посмотрим как. В принципе, я давно уже хотел с ним поработать. И вот, наконец-то, я его приобрел. Воблер интересный, 70, размер небольшой. Фурнитура, хоть воблеры бюджетные, но такая же приличная, как и на бета-шедах на серии воблер. Шумовой, но не звонкий. В принципе, как и бета-шед тоже. Ну, формат, в общем, шеда должен работать на ура. Расцветок, кстати, тоже выбора нет по этой серии. Только вот такая расцветка еще осталась в продаже. Вот такая приличная. И что у бета-шеда еще, да, проблема, минус офигенный в лопате. Она очень хрупкая. Из тонкого стеклопластика сделано, а здесь в этом плане все хорошо. Лопата должна держаться. Ну, все будем испытывать. Воблер, в общем-то, держу, по сути, в руках еще воду не макал. Этот небольшой воблерок у нас от Суриноя. В первую очередь взят для ловли белого хищника, а именно жереха. Называется он Wordsman 70S. Это копия на более известную модельку Smith Cherry Blood 70. В общем-то, это тонущий воблер. Это стик для работы на течениях. В первую очередь, конечно, это для белого хищника. Отлично летит, у него приличный вес, летит за горизонт и отлично сыпется на паузах. Основные проводки у него это как раз равномерка и равномерка с паузами. На них он работает отлично. Я, кстати, его уже разловил. Буквально была у меня с ним уже одна рыбалка. И на первой же рыбалке он мне поймал двух жерехов. Один на 1,5 килограмма, другой чуть поменьше. Вот. И первый всадил именно когда он сыпался на паузе.
То есть я сделал паузу, он посыпался и начал проводку, он сразу уже всадил. А второй на обычной равномерке. Воблер, ну, шикарный, мне прям очень зашел. Так что вот этот я уже могу вам рекомендовать. Я думаю, что это один из лидеров будет в этом сезоне по ловлю жереха. Да и другого белого хищника. В общем, воблер для течения. Вот такой интересный воблер от Цуриноя. Называется Sabre 80 SP. Это, в общем-то, шед. Ну, хотя, возможно, и гибрид между шедом и миноу, но больше, скорее всего, относится к шедам. Ну, а вы знаете, я шедами очень люблю ловить, но в моем арсенале в основном все шеды, они не глубоководные. А этот уже может нырять поглубже, до 1,5 метров. Как раз взял его для того, чтобы закрыть этот диапазон. У него интересная такая расцветка двойная. Я обычно такие не пропускаю, очень мне нравится. В кислоте расцветка, с одной стороны больше уходящий в желтый, с другой зеленый. Прекрасная фурнитура, крючки вот прям пока держу, липнут пальцем, острые. Кольца заводные хорошие. Лопатка с такой интересной выемкой. В общем, я его еще пока даже не кидал, но я думаю, что должен он меня выжигать в этом сезоне. Очень на это надеюсь. Все увидите в моих видео. Вот такой очень классный воблер. Это у нас воблер от Касадака. Называется Intra XS95F. Ну, это копия на более известную модель, на Daiwa X-Cross. Я часто ловлю по меликам, поэтому мне такие воблеры нужны как воздух. Вот. И Касадака сделал, ну, понятно, что Daiwa, конечно, воблер классный, но с заоблачной ценой. А Интро, конечно, раза в 2-2,5, наверное, дешевле. Поэтому выбор его пользу. И копия достаточно удачная, летает очень прилично. Я, кстати, уже покидал ее, попробовал. Полет хороший, воблер довольно быстро всплывающий, но не пробка, как некоторые пишут. Вполне себе позволяет делать анимацию с очень длинными, конечно, паузами, но с паузами. То есть не как там какой-нибудь Цуёки Сатана, например, у которого там паузы особо не поделаешь, либо надо очень сильно бить. Этот более деликатно можно водить и идет сантиметров 10 под водой. Самый вот такой по меликам, над травой, это отличный воблер. Так что я думаю, в этом сезоне один из фаворитов будет. Лопатка у него совсем небольшая, но чтобы он сильно не заглублялся. Вот, роллинг очень классный. Расцветку я взял такую под натуралочку. Темной точкой. Я, кстати, у кого-то видел уже эту расцветку очень хорошо ловил. Посмотрим, как в моих условиях будет работать. Ну, думаю, должно быть все хорошо. То есть вот уже опыт позволяет, смотря на воблер, чуть-чуть его поводив, определять будет, как он будет ловить. Я думаю, что будет все хорошо. Очередная косилка по меликам. Так, вот новый воблерок от Lure Max в моей коллекции. Это у нас называется он Funa. Он в двух типах размеров. У меня оба варианта. Это 52 и есть еще 38. Интересный воблер. Такой некий гибрид уже между шедом и кренком. Шеды это в последнее время у меня вообще болезнь. И кренками мне тоже нравится ловить. Это такой переходный вариант. В общем, будем пробовать. Меня он заинтересовал. Я взял пару расцветок 52 и одну 38. Как заявляет производитель, в общем, он можно ловить как на течении, так и в стоячей воде. На течении вроде как все держит струю,
Заявлена система дальнего заброса, даже вроде как магнитные крючки качественные японские. В общем, воблер прям интересный. Проводки, я так понимаю, здесь в основном будут работать равномерка, ну и с вариациями там стоп-н-го и так далее. А это у нас уже воблер самоделка от Андрея Коваленко. Андрей, конечно, может удивить и формой, и содержанием. Обожаю его воблеры, всегда есть чему поучиться. Вот. Это по сути реплика по мотивам известной приманки Strike Pro Guppy. Воблер довольно-таки тяжелый и тонущий. Относится к классу джерков. Ну, такой, по сути, передняя часть сделана из пластика, а хвост из резины. Я, честно говоря, еще пока ни разу на такие приманки не ловил, но в принципе уже могу предполагать, что это в основном равномерные проводки и какие-то модификации, там потяжки, стоп-н-го. В общем, ну, честно говоря, воблер качество просто, не знаю, очень похож на заводской. Не знаю, как Андрей это делает. Вот и текстура, и лакировка, и покраска. Все сделано на высочайшем уровне. И фурнитуру всегда подбирает надежную. Просто руки уже чешутся попробовать в деле этот агрегат. Еще более впечатляющий воблер от Андрея Коваленко. Это такое, я не знаю, похож на какого-то тукана, попугая. Я, пожалуй, буду его, наверное, называть чума. Чума, а не воблер. Глазастый. Форма, ну просто бомба. Ну, качество, как всегда, выше всяких похвал. Хвост такой оригинальный. Явно будет на паузах пушиться, играть. Ну, это понятно, что воблер для меляков. Хотя я думаю, что с таким носом он может занырнуть и поглубже. Надо пробовать. Еще в деле не был. Но очень интересная форма. Прям хочется на него выловить какую-нибудь щуку. Ну, посмотрите сами. Ближние планы. Класс. Просто очень классный воблер. Буду проверять. Кроме этого, Андрей мне присылал много дешевых воблеров с Алиэкспресса со своими доработками. В общем, у Андрея идея какая, что, в общем-то, копеечные воблеры могут ловить вполне успешно хищную рыбу. Ну, в общем, я тоже приверженец такой теории. Конечно, на Алиэкспресс попадается и разный хлам, который, ну, откровенный. Но есть вполне себе дешевые воблеры, требующие минимальных доработок. Ну, иногда больше, иногда меньше. И превращаются в убийц той же щуки. Вот яркий пример, например, копия Малоса, который я очень люблю ловить. Стоит реально копейки. Поменять там просто фурнитуру, крючки-то. И я, кстати, очень ленивый в этом плане. Иногда даже не меняю, и он меня отлично ловит. Вот. А если поставить там покрупнее тройники, более цепкие, более крепкие, можно вообще ловить трофейную рыбу. Ну вот, например, как бы вот есть копия на Хаос. Всем известно, Pontoon 21, но увеличенного размера. Андрей тут, в принципе, все написал. Поменял тройники на более крупные, петли пролил, кольца поменял, глаза заменил. И это уже рабочий воблер. Ну, соответственно, я буду это проверять. Но я думаю, что ловить он будет. Вот. Это то же самое. Вот, например, такой воблерочек. Тоже, что у нас тут? Замена колец. Ну, то же самое. Замена колец, петлей,
петли проливал, крючки поменял, глаза поменял. И масса всяких таких же интересных воблерков. Вот, пожалуйста, тоже замена колец, проливал петли. Так что будем подтверждать эту теорию. Кому интересно, смотрите в следующих видосах, как это будет.